В сегодняшнем видео я продемонстрирую вам работу антицеллюлитного массажа по массажному маслу согревающему. Это Siberia Wellness масло. Ссылочку оставлю в описании. И вот по такому антицеллюлитному крему, который ими является тоже согревающим. Его мне подарили на конференции Beauty Walk. Я его еще не тестировал. Но тут один человек сказал, что он очень классный. И даже без обертывания, без пленки он работает хорошо. Я попробую по нему сделать массаж. Но сразу вам скажу, забегая вперед, что антицеллюлитный массаж мне больше нравится делать по крему. Потому что он не такой скользкий и позволяет работать на коже и подкожной жировой клетчатке более эффективно. То есть он меньше скользит, чем масло. И дает лучшее сцепление. Давайте начнем выполнять антицеллюлитный массаж. Сделаем одну ногу по крему, а одну по маслу. И спросим у модели, как ей будет по ощущениям разница. Поехали. Самым первым делом мы с помощью поглаживания распределяем масло по зоне рабочей. Знакомимся с рабочей поверхностью. Даем человеку привыкнуть к нашим манипуляциям. Манипуляции все в начале массажные движения, они очень мягкие, не интенсивные и не агрессивные. Мы постепенно разогреваем кожу. Плюс ко всему масло содержит специальные компоненты, которые разогревают. И вот таким вот образом, поглаживающими и выжимающими движениями, мы наносим масло и готовим кожу к более глубокой проработке. Сначала будем работать с внутренней поверхностью бедра. Дальше я беру локальный участок и работаю уже по внутренней поверхности. И дополнительно захватываю заднюю поверхность подколенной ямки, не массируем. Область лимфоузлов не трогаем. Там находятся сосуды, находятся очень такие нежные места, которые можно легко травмировать. После этого растираем достаточно интенсивно эту зону. Так как масло согревающее, оно дает некоторое дополнение. То есть оно быстрее разогревает кожу, усиливает микроциркуляцию на коже и подкожно-жировой клетчатке. Растирание можно использовать и гребнеобразные. Не больно? Ну так, не очень приятно. Угу. И после растирания уже выполняем разминающие движения, не захватывая мышцы, а работая на поверхностном слое кожи и подкожно-жировой клетчатки. Интенсивность добавляем постепенно, то есть сразу агрессивно не работаем. Работаем сначала очень мягко, а потом постепенно будем более интенсивно и с сеанса к сеансу. Так как модель у нас не полная, то есть отечного целлюлита здесь нету, поэтому мы можем сразу начать с антицеллюлитного массажа. А затем уже сделать обертывание, работу банками. У меня на канале представлены ролики по этим видам массажа. Там есть и медовый массаж, есть и баночный массаж, есть и массаж по крему с обертыванием. И выполняем вот такой комплекс разминающих движений. Все движения повторяем на 3-5 раз. То есть 3-5 проходов каждого движения мы делаем. Здесь вы можете добавлять свои какие-то движения, которые вам нравится выполнять. Важно, чтобы они были физиологичными и не доставляли, не наносили травму коже. Ну, человек не испытывал боль, дискомфорт. То есть во время антицеллюлитного массажа болевые симптомы незначительные должны быть. Но мучить человека, заставлять его там вгрызаться в простынь зубами не нужно. Иначе он просто не будет вам дальше ходить. Найдет причины, чтобы выписаться. Тепло есть от масла? Да. И такое очень спокойное. Угу. Ну, масло хорошее, в принципе. Не сильно тяжелое, не сильно жирное. Одежду, скорее всего, пачкать не будет, поэтому можно в период весны-лета по нему работать спокойно.
Обязательно дополнительно мы воздействуем на заднюю поверхность бедра, потому что человек на ней сидит, и она, как правило, самая проблемная, одна из самых проблемных. Я покажу вам сокращенный вариант видео, но если вы хотите посмотреть полный антицеллюлитный массаж, то вы можете по ссылке в описании перейти и приобрести мои видеокурсы. Там же я отвечу на все вопросы, которые у вас возникнут. Отработав внутреннюю с задней поверхностью, добавим еще немного масла и перейдем на внешнюю поверхность. И внешнюю поверхность будем выполнять вместе с ягодицей. Для удобства лучше перейти на противоположную сторону кушетки. Добавим немножко разогревающих, таких гребнеобразных движений. Разотрем кожу, разогреем. Желательно, чтобы гиперемия появилась равномерная, потому что очень часто при работе, при выполнении антицеллюлитного массажа гиперемия такая неровная, она как пятнами. Это говорит о том, что кровообращение в коже и подкожно-жировой неравномерное. И вот это кровообращение нам, конечно же, и нужно простимулировать, чтобы кожа получала хорошее питание. Ну а соответственно то, что хорошо питается, хорошо выглядит. И также выполняем серию разминающих движений. Начинаем с меньшей интенсивностью и постепенно интенсивность увеличиваем. Дополнительно воздействуем на заднюю поверхность бедра. Гребнеобразные разминания. Змейка. Накатывание. Я делаю не сильно интенсивно, потому что модели чувствительно больно. Но постепенно с работой к 5-му сеансу интенсивность можно повысить. И вот мы видим, как проявляется гиперемия. При выполнении антицеллюлитного массажа важно, чтобы он был интенсивный, но и также не менее важно, чтобы он был не агрессивный, чтобы не травмировать кожу, чтобы не наносить человеку синяков, не наделать во время сеанса. Поэтому здесь нужно выдержать золотую середину. Интенсивность и безопасность. Ну, кстати, среди клиентов бытует мнение, что если есть синяки, значит классный массаж. Я прям слышала много раз. Есть такое, да. Но это ошибка, потому что синяк – это травма.
Можно еще поработать на возвышение ягодицы. То есть ягодицу мы ни в коем случае вниз не тянем. Мы стараемся ее всегда поднимать наверх, для того, чтобы не провоцировать гравитационный птоз. Уже не больно, да? Ну, потому что кожу разогрели. Ну, вот здесь дополнительно можно пройтись баночкой еще. Но для первого сеанса, в принципе, более чем достаточно. Можно добавить еще вибрации. Перед работой по любому согревающему крему на руки лучше нанести масло, чтобы оно создало пленочку и ваши руки сильно не жгло. Но масло у меня уже на руках, поэтому я буду сразу работать по крему. Кстати, по ощущениям крем очень даже приятный и пахнет тоже неплохо. Точно так же, как и масло, я его распределяю по зоне, с которой буду сейчас работать. Сначала движения все мягкие, не агрессивные, и интенсивность постепенно мы добавляем. Переходим на внутреннюю и заднюю поверхность. Выполняем выжимание к паховым лимфоузлам. Затем здесь же выполняем растирание. Точно так же, как мы работали по маслу, точно так же работаем по крему. Ну и вот сейчас уже ощущается, что скольжение у крема гораздо меньше. То есть он сразу впитался. И появляется такая хорошая сила трения. И по ощущениям мне комфортнее работать, нагрузка на руки меньше. С внутренней поверхностью аккуратно. Зона чувствительная. Можно сделать человеку очень больно и нанести травму кожи. И затем начинаем разминать после того, как растерли. Не больно? Нет уже. Ну вот внутренняя поверхность прям чувствительная, еще плюс это масло такое, оно легче воспринималось. Вот Ну здесь. Угу. Ну вот. По идее, в курсе антицеллюлитного массажа лучше начать с масла, а более интенсивную проработку по крему выполнять уже позже, с 5-го, с 6-го сеанса, когда человек уже адаптируется, ему не будет так чувствительно. Очень яркие. И когда только-только вот начинаешь делать, у меня прям напряжение в теле, потому что на грани вот болезненности. Хотя чувствую, что не в полной силе. Но потом, когда разогревается кожа, намного легче переносится. Уже не так больно.
Сейчас уже не больно? Мгм. Дальше добавим масла, то есть крема, и перейдем на внешнюю поверхность бедра. Массаж показан сокращенно, чтобы потом мне не говорили, что мало проработал. Здесь можно еще 2-3 раза повторить эти движения, 2-3 связки сделать, а потом уже идти на внешнюю поверхность. Но так как у нас видеоурок сокращенный для YouTube, поэтому немного меньше. Наша задача протестировать крем и масло. Горячий крем обезболивающий? Нет. Есть такое понятие обезболивающее, но некоторые говорят обезболивающее. Так, внешнюю поверхность делаю точно так же, как с другой стороны. Просто повторяю. Растирание. Сначала более поверхностные, затем более интенсивные. Добавляем растирание гребнем. Пожестче работаем. Разогреваем кожу и затем переходим на разминание и уже работаем с эластичностью кожи.
Ну, как по ощущениям? Крем. Ну, как крем с маслом, если сравнить, какой лучше? Масло более мягкое, что ли, по ощущениям. Крем, мне кажется, такая тяжелая артиллерия. Мгм. Он прям очень хорошо греет. И ощущения ярче. Вот. Вот таким опытным путем мы выяснили, что массаж антицеллюлитный на начальном этапе лучше делать по маслу, потому что интенсивность воздействия меньше, масло лучше скользит, меньше греет и интенсивность меньше, соответственно меньше вероятность с помощью массажа травмировать кожу. А во втором этапе, начиная с 5-6 сеанса, можно работать по маслу и давать более интенсивный массаж, чтобы более глубоко воздействовать на кожу и подкожно-жировую клетчатку. Обратная связь от модели, что по крему было гораздо интенсивнее и сильнее, гораздо лучше, глубже проработка. Обязательно составляйте программы антицеллюлитного массажа правильно, чтобы человек, заходя на ваш сайт или вашу социальную сеть, видел там не просто банальные 10 сеансов массажа, а видел какой-то интересный продукт и предложение. Ну а если вы не знаете, как составить правильно программу, какие техники применять, как вести клиентскую базу, где искать клиентов на массаж, то приходите ко мне на курс «Путь массажиста», и мы вместе подберем вам правильную программу, правильно выстроим предложение, найдем вам клиентов, поможем вам вести клиентскую базу, поможем разобраться с социальными сетями, и у вас точно будут клиенты. До новых встреч в новых видеороликах. Пока-пока. Все ссылочки на мои ресурсы в описании.